Всем привет! И хочу сегодня показать свою целлогину крестату. Раньше я ее уже показывала. Это была посажена деленка. И вот результаты. Была посажена весной. Сегодня у нас уже конец октября. Через несколько дней будет уже ноябрь. И вот такие результаты. Похвастаться, если честно, нечем. Летом она хорошо вроде бы нарастила бульбы, псевдобульбы, но они меньшего размера, чем должны быть. Можно сравнить предыдущие псевдобульбы, какой размер. И вот эти маленькие черные, это уже мои, которые в моих условиях выросли. Что с ними случилось, я могу только догадываться и поделюсь своими предположениями. Я расскажу сегодня, как нельзя и не стоит выращивать целлогину. Мой печальный опыт, надеюсь, кому-то пригодится. На удивление, даже эти новые псевдобульбы, которые черного цвета, они выпускают новые росты. Ну, я не знаю, насколько они будут здоровыми и насколько они вызреют. Способны ли эти псевдобульбы нарастить новые? Я уже не говорю о цветении. Старые, как видите, немного увеличились в размерах. Были раньше очень сморщенные. Вот. Но сейчас они немножко налились. Как немножко примятые, но они не мягкие, а твердые, плотные. Ну а это результат, скорее всего, солнечного ожога. И на них почернели также листья, которые были. Полностью отсохли. Вот как здесь вот можно видеть. Пожелтели, почернели и отпали со временем. Что могло способствовать этой черноте? Они не мягкие, они плотные, но в черных пятнах они не убираются. Не знаю, сколько информации я искала, нигде не смогла найти причины. Ну, из моего личного опыта, я думаю, что все-таки я ее передержала на солнце. Все лето она находилась у меня на солнечном балконе. Почему на балконе? Потому что она любит движение воздуха. И там, естественно, был всегда сквозняк, движение воздуха. И днем, и ночью был открыт балкон, он застекленный, но окна открыты, чтобы шла прохлада. Ну, вот результат. В обед, самый солнцепек, я, конечно же, притеняла жалюзями, но, возможно, недостаточно. Скорее всего, данная орхидея любит полутень. Ее нельзя выставлять на солнце. Листья, которые были из псевдобульб, я еще в прошлом видео показывала, они были в каких-то пятнах. И мне почему-то казалось, что это не связано с болезнью, не связано с бактериальным каким-то заболеванием, а скорее всего это была пигментация от солнца. Кстати, поначалу эти псевдобульбы мои были зеленого цвета, но потом, чем больше, видимо, получала солнце она, тем больше они начали так вот чернеть. Вот такие вот некрасивые. Они не гнилые, они плотные, упругие,
Ну, вот такого цвета, и листики у них отвалились. Еще что я заметила, со старых псевдобульб также отпали листья, но сейчас покажу. У них начинают, похоже, пробиваться новые. Попытаюсь поймать фокус. Это очень сложно, конечно. Вот. И также на других. Видно, просматривается что-то зеленое. И мне интересно, это вырастут новые листики с них. Вот отсюда их видно. И на других псевдобульбах их тоже видно. Там, где были раньше старые листья, были их листья старые, они отпали. Но, похоже, проклевываются новые. Как интересно. Вот такие вот особенности. Данная псевдобульба совсем очень сморщенная, но плотная, упругая, не мягкая. Что касается корней, я покажу. Я сделала еще больше дырок в горшке. Сначала оно стояло в кашпо, я показывала раньше, и там была налита вода. Но мне показалось, и я, почитав информацию, увидев, как она растет в дикой природе, все-таки корни, это эпифит, и корни нуждаются в хорошем проветривании. Нельзя, чтобы они росли в болоте и не было, и так как она любит движение воздуха, еще и прохладу, летом обеспечить это было крайне сложно, так как она у меня еще стояла на южном балконе. Вот это моя основная ошибка. И вот теперь такие вот некрасивые черные псевдобульбы мои молодые. Еще и меньшего размера. Ну что ж, буду дальше смотреть, дальше буду ее пытаться выращивать. Сейчас я ее занесла уже в квартиру, поставила на восточное окно и с притенением. Также досвечивая лампами, так как день уже уменьшился. Полив сократила, но не полностью. Что ж, буду смотреть. Если есть какие-то замечания или кто-то может что-то подсказать, пожалуйста, пишите в комментариях. Я только набираюсь опыта. Для меня это экзотическая орхидея. С ней еще не сталкивалась. Ну, как-то так. Надеюсь, все-таки она выживет. Всем пока.